Здравствуйте, друзья! Сегодня я сделаю два вида куличей. Вернее, это не совсем куличи, а скорее краффины. То есть эти куличи получаются слоеные, с большим количеством сухофруктов и орехов. В общем, очень вкусные. А делаются они достаточно просто. Итак, нам понадобятся дрожжи. У меня прессованные, одна пачка 30 грамм. Но можно взять сухие, тогда понадобится примерно 7-10 грамм. Разминаю и заливаю теплым молоком. Молока 200 мл. Добавляю 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки муки. Хорошо перемешиваю и ставлю в теплое место. Я ставлю в духовку, нагретую до 50 градусов Цельсия. А пока наша опара подходит, займемся сухофруктами. У меня изюм и клюква. По 3 столовые ложки. Можно чуть больше. Заливаю горячей водой и даю набухнуть примерно 15-20 минут. После этого процеживаю через сито и высыпаю на бумажное полотенце подсушиться. Для теста нам понадобится 3 яйца, сахар 5 столовых ложек, щепотка соли, ванильный сахар 1 чайная ложка, и растительное масло 4 столовые ложки. Прошло 15 минут, и моя опара уже подошла. Смотрите, какая она пышная получилась. Отправляем ее к остальным ингредиентам. Перемешиваем и добавляем муку. Муки у меня всего ушло 550 грамм, но может быть чуть больше или чуть меньше. Хорошо перемешиваем. Смазываем руки растительным маслом и начинаем вымешивать руками. Тесто накрываю пленкой и убираю в теплое место. Я опять ставлю в духовку, нагретую до 50 градусов, чтобы тесто опять подошло. Теперь займемся орехами. У меня грецкие 100 грамм. Их надо измельчить. Еще я натерла цедру 1 апельсина и подготовила 100 грамм сливочного масла, чтобы оно было комнатной температуры. Через 20 минут мое тесто подошло. Вот такое оно получилось пышное. Добавлю еще немного муки на стол и вымешиваю. Я тесто поделю на 2 одинаковых куска.
у меня будут два разных кулича. Один кусок я накрываю пленкой, чтобы не заветрился, а со вторым начинаю работать. Тесто я раскатала в пласт толщиной примерно 4 мм. Берем сливочное масло, оно должно быть мягким, и смазываем все тесто сверху. После этого посыпаю цедрой апельсина. И выкладываю сухофрукты. Можно сюда добавить еще и орехи. Но у меня орехи для второго кулича. И сворачиваем в рулет. Теперь разрезаем наш рулет вдоль, оставив с одной стороны неразрезанный кончик, примерно 2 сантиметра. И начинаем формировать наш кулич-краффин. Вот такой он должен получиться. Смазываю форму растительным маслом и перекладываю кулич. И одеваю ограничительное кольцо. Ставлю его в духовку, нагретую до 50 градусов, чтобы кулич подошел. Теперь займемся вторым куличом. Его тоже раскатываю в пласт толщиной примерно 4 мм. Смазываю маслом. В измельченные орехи добавляю сахар 4 столовые ложки. Перемешиваю и выкладываю на тесто. И добавлю немного сухофруктов. И тоже сворачиваем в рулет.
Теперь разрезаем вдоль, оставив кончик. И закручиваем жгутиком. Форму я смазала растительным маслом. Кончики жгутика соединяем и укладываем в форму. И тоже отправляем в духовку, нагретую до 50 градусов или чуть меньше, чтобы наш кулич подошел. Через 15 минут мои куличи увеличились примерно в 2 раза. Вот так они выглядят. И теперь температуру в духовке я увеличила до 180 и ставлю туда свои куличи. А через 10 минут я понизила температуру до 160 градусов. Куличи выпекаются примерно полчаса. Это зависит от размера куличей и вашей духовки. Если куличи высокие, верхушки быстро темнеют, то можно их прикрыть фольгой. Я это не сделала. И мой первый кулич очень поднялся, поэтому сверху слишком подрумянился. Но ничего, покрывать глазурью их не надо, они и так хорошо выглядят. Можно посыпать сахарной пудрой. Сейчас посмотрим, какие они внутри. Буду благодарна вам за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, будет много интересного. Тесто получилось волокнистое, слоеное, очень вкусное. Но орехов и сухофруктов можно добавить больше. В другом куличе сухофруктов больше, и он мне понравился еще больше. С наступающим вас светлым праздником Пасхи! Всего доброго!